Всем привет! Я хочу поделиться со второй, основной, супер главной ошибкой всей моей музыкальной жизни, которую я нес за собой на протяжении последних 20 лет. Это непонимание и неумение заниматься системно, либо, если проще сказать, я не ставил конкретных целей, занимался хаотично и разучивал просто мелодии, которые по итогу всей этой 20-летней практики привели лишь к тому, что у меня просто хорошо ставятся пальцы, хорошо чувствуют габариты и координаты правая рука, левая рука, но при этом отсутствует абсолютно знания теоретические. И самое интересное, что последние 3 месяца, в которых я начал задавать некую систему и хотя бы ставить цели, они принесли в разы больше прогресса и перекрыли все прошлые 20 лет, которые я тупо разучивал песенки, композиции, мелодии. И как следствие оставили мой уровень как музыканта, скажем так, наверное, ниже 1 класса музыкальной школы. Если вы увидели себя в этой ситуации, досмотрите ролик до конца, я расскажу, как я допускал эту ошибку и как я сейчас начал это исправлять. И результат действительно очень, для меня впечатляющий, потому что даже эти небольшие старания уже перекрыли те 20-летние ошибки. Итак, как происходила вообще моя музыкальная жизнь раньше? Я как-то заболел в школьные годы, это был класс 5 вроде, если не ошибаюсь, и попросил батю купить мне гитару. Просто я нашел объявление, тогда еще было время, современное поколение, может, не помнит, не знает, но тогда были газеты. Открываешь газету и там «Продам гитару». Ноль понимания, что это вообще? Бревно, палка. Вообще не знаешь. И, в общем, я вот так вот с температурой как-то выхожу из комнаты, а батя заносит мне гитару. 1000 тенге тогда она стоила. Я не знаю, как это соизмеримо с долларом было. Это надо считать сейчас год. Но, в общем, эта гитара, вот мне действительно повезло, потому что батя также не разбирался в гитаре, как и я. Мне случайно очень повезло, что он купил у человека, который, возможно, пусть, может быть, не музыкант был, но она была максимально отстроена. Низкие струны. Все было прекрасно. Гитара была простая, она была прокуренная, она прям вся пахла сигаретами, наклейки были какие-то прикольные, интересные. И в этот момент у нас приехал родственник и помогал строить кухню в доме. И получается, он мне показал такой: это ля минор, это ре минор, это ми мажор. Учи. Я не знаю зачем, но я их начал учить. В общем, немного позанимавшись этими аккордами, на посиделках домашних вот этот мой дядька поиграл. Песенки, звучало круто, красиво. Даже какую-то он мне показал так плюс-минус немножечко. Затем я нашел объявление в газете уроки, музыкальные уроки на гитаре. И вновь мне тогда на сумасшедшем уровне повезло, потому что мы с мамой приехали к этому музыканту. Это был Зырин Юрий Степанович. И так получилось, что когда он распахнул дверь, вот эта улыбка его, знаете, как вот гостеприимство тогда, да, вот то, что мы в его дом зашли, оно сразу подстегнуло, и в тот момент все. Я вот зафиксировался у него. Какая, в общем, была методика и суть обучения? Я приходил с кассетой, тогда были в основном у нас кассеты в машине. Песни, которые больше всего нравились родителям, то есть, там душевные какие-то классные композиции. Я приходил к нему, говорил: вот мелодия. Он на следующий урок его готовил. В этот урок он мне, если у меня не было никакой-то заранее уже подготовки, он мне давал какую-то свою мелодию. Мы ее разучивали, либо, если это уже был последующий урок, то дорабатывали прошлую композицию, либо начинали новую. И, в общем, там на протяжении, наверное, года или 2 лет, я не помню, я разучивал песни, и параллельно он давал какие-то мелодии, либо проигрыши к ним, например, как у Талькова, или... Вот такие, да, подобного рода проигрыши к композициям. И, в общем, все. На этом вся моя музыкальная грамотность, наверное, и заканчивалась. Позже, когда уже пошел там интернет, компьютеры, я почему-то также продолжал просто учить песни. Уже по табулатурам, либо по примерам. Однажды мы захотели пойти в музыкальную школу, но когда мне привели как демонстрацию там 3-летнего уже, в плане 3 класса, что ли, там обучения отличника, я тогда не понимал, что то, что он прекрасный и очень точно извлекает звуки, это было круто. Мне показалось, что это был детский лепет, потому что я тогда играл, вот на такой там скорости, да, там все шпарил, а он играл.
Я еще неправильно, может, показал, конечно. Сама суть, что он аккуратненько, так по одной нотке, все было артикулировано, я теперь понимаю. Но тогда-то я не знал. И, в общем, тогда преподаватель в музыкальной школе сказал, что мы тебя можем взять только в 3 класс, но без всяких там экзаменов, потому что, ну, типа, время потеряно, уже надо было приходить там с 8 лет или скольки там берут. Вот я помню, в памяти зафиксировался 3 класс. Я тогда, ну, и могу сейчас ошибаться, но вроде как суть была, что я не буду какой-то диплом получать, но могу продолжать учиться. И я, конечно, отказался. Я не знал, что это было круто. Ну, у того парня, который показал, это было круто, я тогда не понимал. И, в общем, вот карьера музыкальная, можно сказать, на этом закончилась. Все дальнейшее это были просто уроки с YouTube, простые композиции. Так вот, возвращаясь к теме ролика. Это и была главнейшая ошибка, что я занимался без системы, я не ставил никаких целей, и я просто уничтожил все 20 лет музыкальной жизни, потому что не было никакого алгоритма, не было понимания, и самое важное, не было вопросов, потому что я не ставил цели. Если вы себя увидели вот в этом описании, срочно остановитесь. Вот реально говорю, срочно остановитесь. Все музыкальное будущее вы себе испортите. И что я вот последние 3 месяца сделал, что заставило меня, в принципе, пересмотреть систему обучения свою и сделать, ну, в моем масштабе вот просто такой рывок. Первое мое движение, я просто захотел выучить гамму, в частности, пентатонику. Ля минор. Честно, я не понимал, зачем я это делаю, но по ходу разучивания у меня возникали некие вопросы. Во-первых, эти боксы, да, гаммы, здесь, здесь. Во-вторых, по мере разучивания я пришел к пониманию и случайно, например, заметил, что одна из моих мелодий из детства построена на гамме этой. Любэ. Комбат мелодия. И в этот момент уже возник вопрос. Значит, теперь помимо того, что я просто играю нотки, пентатоники, либо гаммы, я уже нахожу их применение в мелодиях. Начал искать разные ролики. Оказалось, что еще много мелодий построены прям чисто по гаммам, даже без всяких приукрашеств. Все прикольно. Помимо поиска этих роликов, тут же стали возникать вопросы. Всевозможные квинты, кварты и прочие, да, вот штуки вокруг этих самых гамм. Прояснилось построение аккордов, трезвучие. Соответственно, эти ступени, да, пошли уже понимание небольшое. Ну, хотя бы как. Уже в списках задач появились пункты, которые мне стали неизвестны. То есть, если я раньше учил просто ля минор, то теперь я знаю, что это нота до, ля и ми. А значит, они есть и здесь. Ля, до и ми. Они здесь тоже есть. Ля, ми и до. Стало понимание более правильный октав. Тут же при разучивании мелодий прояснилось, что и некоторые вот сопровождения, когда ты играешь мелодию, и вот все в переборах, да, нотки, это ж то же самое из аккордов идут, из этих же гамм, то есть это не случайные нотки. И когда мы здесь что-то берем, когда разучиваем мелодию, это тоже не случайные нотки. То есть стали проявляться, знаете, как дверь переоткрыл, да, и у тебя сотни вопросов возникают. И все это превратилось в цель. То есть я, например, сейчас поставил цель там импровизировать на хотя бы 2 аккордах в тональности ля минор. Начал изучать. Столкнулся с тем, что хорошо звучит ля минор, я там что-то могу, тут бабах, другой аккорд стал. Я споткнулся. А теперь возник вопрос, а как же связать теперь ля минор там с фа мажором? И так далее, понимаете? То есть, когда ты ставишь цель, пусть они не последовательны, пусть они пока не соответствуют музыкальной школе, неважно. Но мои 20 лет были потрачены просто на механическое разучивание, именно как формирование там крепости, хвата, не знаю, точности пальцев. И все. А сейчас это стало уже какое-то осмысленное изучение. После разучивания гамм я стал точнее осязать, что полутона какие-то появились там. Хотя я раньше хотел залезть там на струну выше, а теперь я уже чувствую, что так, соседний звук уже рядышком где-то. Затем, играя гаммы, я столкнулся с тем, что вот я начал пентатонику изучать, а многие мелодии почему-то добавляется еще звук. Ну, например, вот из любэ. Посмотрите, ми, фа диез, соль. То есть я поставил для себя в список этих желаний изучить, почему же все-таки во многих мелодиях, когда я пытался раньше подобрать, я гадал нотки, а теперь в большинстве случаев я знаю, что надо просто где-то
в соседние полутона заглянуть, и там будет ответ в виде ноток. И это во многих композициях встречается. Возникает много вопросов, и ты начинаешь себе записывать эти как цели и искать по ней информацию. Параллельно изучая эти вопросы, ты получаешь какие-то либо новые вопросы, либо в прошлом своем, да, начинаешь копаться и находишь ответы, которые тебе раньше были, ну, как загадка, что ли, как сюрприз, как магия. Ты что-то играешь, а это, оказывается, не магия, это просто гамма. Просто последовательные звуки. И вот сейчас я для себя поставил пока такую цель. Для меня она пока сложная реально. Я уже начал в ней немножко копаться, и часто же там до мажор, да, приводят аккорд и гаммы, да, вот начинается. Например, из гаммы до мажора построить все аккорды по этой гамме. А там, соответственно, начинается, да, из правил вот этих вот тонов, полутонов, что у тебя будет там сколько-то мажорных аккордов, сколько-то минорных. Будет сеп, да, там какие-то уменьшенные аккорды. То есть все это заставляет уже дальше копать. И вот как раз таки эта тема для меня сейчас сложная, потому что я хочу изучить, как же на основе мелодии, вот в промежутках, пока играется один аккорд, как в джазе, наполнять их какими-то еще, знаете, такими украшательствами. То есть аккорды более сложные, какие-то там со ступенями разными. У Розенбаума хороший пример. Вот он же каждую песню, он же не просто на одном аккорде играет, он... И вот на каждый этот бас, например, добавляется свой какой-то аккорд, его вариация. Хотя это может быть все тот же самый, там, ну, грубо говоря, отрезок там ля минора, например, до перехода в ре минор. И он наполняет их вот этими аккордами. То же самое, наверное, в джазе, да, происходит, когда они, двигаясь по басовой какой-то линии, они ставят соответствующие аккорды, и это создает красоту. Тот же пример Полежаев. Юрий Полежаев, да, его зовут парень. Я ему писал об этом, говорю, сними ролик, ну когда же появится? Вот он в своих подборах часто применяет какой-нибудь аккорд, и он его обыгрывает красиво, там, сдвигая палец один, какую-то ступень добавляет, там, какую-нибудь 11, не знаю. Но без какого-то понимания сложно. Можно, конечно, на слух это там, не знаю, месяц посидеть и найти эти сочетания аккордов, но хотелось бы теорию познать. То есть, поставив себе некоторые цели, даже просто выучив гамму, я уже расширил свой, да, вот кругозор, куда надо смотреть, но просто, как, не знаю, уже ромашка стала. Это не просто я заучил, типа разминка пальцев. Нет, очень много вопросов возникает. И вот я каждому советую, если вы столкнулись с тем же, что вот вы просто разучиваете даже для себя, даже на банальном уровне, даже если вам уже 100 лет, и вы говорите, да, у меня нет времени, поверьте, точная постановка цели, она, ну, как бы делает игру на гитаре более разумной и расширяет кругозор. Где-то вы познаете, как ставить какой-то аккорд. Возможно, вы какой-то аккорд уже играли раньше, но не понимали, из чего он строится. Вот все это дает просто банальная фишка, постановка цели. Либо, я не знаю, хотел вот назвать этот ролик как систематическое обучение, системное. Я не знаю, как слово подобрать. Но задача именно точно следовать какой-то цели, пусть простой пока. Простая цель покажет ваши незнания, ваши пробелы. И потом вы уже можете как ответвление, как на ветках, да, листья, вы уже делать туда заглянуть, сюда заглянуть. Может быть, гармонию изучить, может быть, что-то еще. Может быть, еще одну гамму изучить, и вы сможете уже свои песни обыгрывать какими-то сольными, да, партиями. Это очень интересно и очень сложно. И, наверное, это единственный правильный путь, особенно для новичков, для начинающих, для любителей. Потому что в музыкальной школе это и так все понятно, им там теорию строят, и пошло там на усиление, да, знаний. Вот такие дела. Не повторяйте этой ошибки, потому что она мне стоила 20 лет музыкальной жизни. Я просто разучивал формы. Да, оно мне сейчас помогает, где-то я проще могу взять аккорд, но всего лишь. Знаний-то нет. И половину мелодий подбираешь все равно на удачу, просто перебирая нотки. Вот такие дела. Всем пока.